the pain tear me down in flames. Пятый гостевой поединок подряд на старте 2019 года волейболистам казанского «Зенита» предстояло сыграть в Ярославле, куда команда отправилась ранним утром в день матча, без главного тренера Владимира Олекна и интернациональной пары доигровщиков Мэтью Андерсон и Эрвин Нгабе. Исполняющий обязанности главного тренера Алексей Вербов взял с команды игроков молодежных команд Игната Данилова и Никиту Лясова. Всем привет! Съемочная группа ZTV наконец-то отправилась на выезд вместе с командой. Однодневная поездка в замечательный город Ярославль. Столица Золотого кольца встретила нас морозной погодой около -20. Ну а мы, в свою очередь, оставляем подарок местным жителям, который вы сможете найти, досмотрев сюжет до конца. Итак, чтобы забрать приз от волейбольного клуба «Зенит Казань» в замечательном городе Ярославль, вам необходимо прийти в сквер на Первомайском бульваре, ну и, собственно, за памятником князю Петру и княгине Февронии мы оставим наш подарок. Уже за час до начала встречи маленький зал спорткомплекса «Атлант» был заполнен до отказа. Уроженцы Ярославской области из города Рыбинск Андрея Сурмачевского пришли поддержать друзья и родственники. А Максим Михайлов именно в Ярославле вырос в игрока сборной России. Атмосфера в зале была, я даже сказал бы, за «Зенит». Я что-то не слышал там за Ярославль, что-то болел. Я слышал только «Зенит». Там. Спасибо всем родным, близким, кто пришел. Я очень всех был рад видеть. Конечно, приятно, в первую очередь, наверное, в городе находиться. Все-таки здесь немало времени прожил. Лучше бы самому выйти и сыграть. С ума схожу. Когда он играет, это испытание для родителя, для любого. Казанцы перед этим матчем столкнулись с целым рядом проблем. Поэтому в отсутствии легионеров стартовая шестерка выглядела следующим образом. Алексеев, Будько, Сурмачевский, Спиридонов, Вольвич, Самойленко и Валентин Кротков на позиции либера. Команда была готова, мы знали, что они будут без двух основных игроков, это был наш шанс. Два иностранца там не смогли приехать, травмированные. Макс Михайлов опять выручил, несмотря на то, что температура сегодня. Также Вадим Лихошерстов у нас болеет, то есть у нас целый лазарет сейчас, ну, поэтому ожидаемо, что было непросто. У нас очень много поездок, на самом деле, иммунитет убивается, потому что это у нас уже 5-й выезд подряд. Были проблемы, они есть с здоровьем, с горлом в первую очередь. Поэтому надо лечиться. В первой партии казанцы долго запрягали и привыкали к небольшому залу. В первую очередь это сказалось на подаче, которая абсолютно не летела. 6 ошибок в этом компоненте игры и еще 3 в атаке. 7-12. Хозяева же оформили 3 эйса и 3 блока и сумели конвертировать преимущество 16-21 в победные для Ярославича 23-25. Такими соперниками вдвойне тяжелее играть, потому что Ярославль понимает, что если они проиграют, для них ничего страшного. В принципе, настраивались на эту игру как на последний бой. Вначале у них все получалось, а мы немного, наверное, в растерянности. Может быть, дорога сказалась, может быть, ждали, что они сами отдадут. Все просто, партию проиграли из-за того, что расслабились, а потом не смогли догнать. То есть все, немножко где-то дали слабиночку, все. На второй сет у казанцев вместо Алексеева и Самойленко появились Кононов и Михайлов. Эти перестановки вкупе с удачными подачами Сурмачевского обеспечили уверенный рывок 7-1. Хороший сет в исполнении Артема Вольвича, который в итоге набрал 11 очков за матч, а 16-7 превратились в уверенные 25-15. Полетела подача, начали в защите на блоке хорошо играть. Все вместе, наверное, и перелет, все-таки зал здесь немного специфический. И опять же, повторюсь, наверное, мы сегодня смотрели, ждали, что они нам отдадут игру, все-таки там на последнем месте команда идет, но как бы сейчас в России нет слабых команд и дома все бьются.
В третьем сете хозяева не отпускали от себя казанцев и, более того, повели в счете 12-14. Зенитовцы вновь допускали много ошибок, но роль лидера на себя взял пулемет Максим, набравший в итоге 18 очков. Михайлов забивал все мячи в концовке и поставил решающий блок 26-24. В концовке третьей партии, да, удача была на нашей стороне. «Зенит» умеет терпеть, и опять же повторюсь, там тот же Макс Михайлов, который плохо себя чувствует сегодня и опять же оказался той палочкой-выручалочкой, но без него, наверное, было бы тяжело. Неприятные планеры Алексея Кононова на старте четвертой партии позволили казанцам создать неплохой задел 8-3. Хозяев же покинули силы и желания. В итоге самым результативным игроком встречи стал Андрей Сурмачевский, наколотивший 21 очко. Всегда нервничал с самого детства, когда я был в зале. Даже были такие моменты, когда меня выводили из зала, он всегда оглядывался на меня, всегда смотрел. Но сегодня все сложилось прекрасно. Довольны его игрой? Я очень доволен игрой. А ты доволен своей игрой? Где-то да, где-то нет. Есть над чем работать. 25-12 в четвертом сете и 3-1 в матче. Как лучший подарок для Вадима Лихошерстова, отмечавшего свой 30-летний юбилей, и директора «Зенит Казань» Олега Георгиевича Брызгалова. Вместе с болельщиками мы поздравляем именинников с днем рождения и желаем побед как на площадках, так и за их пределами. Результат есть результат. Хорошо, что выполнили установки в общем и целом сегодня. Да, были тяжелые, видно, что находимся сейчас под некой физической нагрузкой. Две партии мы сыграли очень хорошо. Две партии практически провалили. Игрой я доволен. Претензий к ребятам нет, да, то есть боролись за каждый мяч, а как получилось, так получилось. Ожидали, что матч будет непростым в силу многих объективных факторов. Отговорки, да, не хочется даже про это говорить. В большей степени физические их кондиции вызывали вопросы, да, потому что по желанию было видно в глазах, что желание есть, что они понимают, что сегодня будет тяжело. 15-я победа в 15 матчах чемпионата и уверенное лидерство в турнирной таблице. Сразу же после матча казанцы вернулись домой, где, отдохнув один день, приступят к подготовке к принципиальному матчу против московского «Динамо», который состоится 26 января. Казанский клуб, в свою очередь, уже готовит для вас уникальный формат встречи, который пройдет в стиле студенческой вечеринки, приуроченной к Татьяниному дню. Все желающие смогут принять участие в чемпионате по поеданию шаурмы. Также вас будут ждать выступления диджеев, вы сможете сделать прическу в барбершопе, сфотографироваться в лофтовой фотозоне и, конечно же, вас ждет самый настоящий волейбольный экзамен с преподавателями и оценками. Фейс и дресс-контроль в цветах клуба. Каждому пришедшему полагается приветственный напиток на входе. Увидимся 26 января в 15:00 по московскому времени в центре волейбола Санкт-Петербург. Что там, все, нет? Сначала подпишись, а потом все.